Ура! Мы получили продление по ковидному штампу. Приехали на пляж, который называется W Beach. Ну что, первый раз в жизни подстригся в другой стране. Это место очень напоминает место на Бали. Всем привет с острова Самуи. Как всегда, спасибо за лайк, подписку на канал и ваш комментарий. Сегодня вас ждет полезный и интересный выпуск. Мы сделаем очередной ковидный штамп. Это оказалось не так просто, как мы думали. А сегодня покажем пляжи, а также покажем Биг Будду и большие храмовые статуи. Приятного просмотра! Сегодня мы получаем очередное продление по ковидному штампу, чтобы находиться в Таиланде. Мы получаем уже второе продление. Первое было у нас на Пхукете, сегодня на Самуи. Думали, что все пройдет гладко и быстро, так как на Пхукете, но не тут-то было. Мы приехали сразу после окончания перерыва, и нас ждала огромная очередь. Благодаря своей советской закалке я сразу же стал в очередь. Маша побежала разбираться, куда, что дальше делать. Она пошла наверх. Мне сказали, что нужна обязательно регистрация, и я уже собиралась отправиться обратно, но Паша сказал, что давай хотя бы попробуем, давай внизу возьмем эти анкеты и попробуем все-таки сдать. Я читал в Телеграме, что кто-то приходил без регистрации. Даже наши подписчики писали, что на Пхукете они получали продление по ковидному штампу без регистрации жилья. И когда мы ехали сюда, уже думали, ну ничего страшного, у нас нету этой справки, скорее всего и без нее у нас все сделают. Сначала мы отстояли всю очередь, получили все-таки бланки, нам их выдали, мы начали их заполнять. Но, к сожалению, мы практически ничего не поняли. Что-то было на тайском, что-то на английском. По традиции, если мы ничего не понимаем, мы сразу же обращаемся к тайцам. Показали наши бланки. Мы не заполнили процентов 60 и думали, сейчас нас будут критиковать, говорить, что вот надо что-то заполнять. Но за нас все заполнили, мы просто стояли и пожимали плечами. После чего нам выдали специальный квиток с номером и сказали подниматься наверх. Маша сказала, что боится заходить первой, потому что та тайка, которая попросила регистрацию, она сказала, что не хочет ей попадаться на глаза. Я зашел наверх, сразу подошел к этой тайке со своим квитком. Она сказала, что уже нужно идти не к ней, а в окошко и ждать своей очереди, своего номера. А что мы и сделали. Перед нами было человек 30. Мы думали, что очередь пройдет за 5-10 минут, но мы ждали, наверное, минут 40. А внизу на первом этаже Маша встретила наших подписчиков, и они были очень удивлены тем, что им поставили почему-то штамп на 1 месяц. И как раз наша очередь уже подходила получать паспорта, мы уже начали нервничать, потому что уже окончание работы этого иммиграционного центра. Иммиграционный центр работает до 4:30. И думали, что, возможно, нам тоже дадут на месяц, а у нас уже есть бронь жилья через месяц. И уже чуть-чуть так мандраж был, нервничали. Как и в первый раз, мы заплатили 1900 бат за одного человека. И через полчаса нам выдали заветные наши загранпаспорта, где прикрепили бланк к нашей страничке. И до 7 марта мы можем находиться в Таиланде. Ура! Мы получили продление по ковидному штампу. И к нашему удивлению, ни у Маши, ни у меня не спросили этот бланк регистрации. То есть получается так, что как вам повезет. Мы приехали на пляж, который называется W Beach. Как видите, там находится большая буква W. На берегу этого пляжа находится отель. Первое впечатление у меня самые приятные, потому что самая чистая вода, где я видел, Самуи. Довольно-таки чистый пляж. Конечно же, есть немного водорослей, как видите, их принесло. Сейчас небольшой отлив, но я уже с этим смирился, это везде. Но мы находимся сейчас в том месте, где не приотельная территория. Поэтому чуть-чуть дальше, отсюда я вижу, там вообще мусора нету. То есть мы сейчас пройдем в ту сторону, там такой так называемый аппендикс, где уже красивая территория приотельная. Не знаю, пустят нас туда или нет, но в любом случае мы сегодня обязательно скупаемся, протестируем воду. По первому впечатлению, песок не самый мелкий, не самый белый, такие вот ракушки, но ничего, массаж для ног, ничего страшного. Я привык, что на Самуи это уже считается нормой. И тут невероятно красивый вид. Кроме нас, вот на этом месте только один человек сейчас загорает. Такое немного дежавю с Бали, с пляжем Сурин.
Там тоже, когда приходишь где-то в районе 3 часов, там вот вообще никого не было, очень похоже на это место. Подъезд сюда был не самый такой легкий, там такой невероятно сильный серпантин. Маша даже хотела спрыгнуть пару раз, я говорю, нет, мы доедем, все будет нормально. То есть пешком сюда не так-то просто будет дойти, а на байке вполне реально. Вот видите, с правой стороны находится там пляж Боб-Худ. Обзор мы его делали где-то месяца 2 назад. Там где-то Большой Будда. И пляж находится на таком изломе. Там дальше сейчас мы пройдем и по левой стороне уже покажем пляж Майнам. И тут вот такой вот треугольник, на котором буква W. Чуть-чуть дальше проходим, и тут уже на изломе, на углу, тут, наверное, течения пересекаются, и поэтому лучше, конечно, тут не купаться. Тут вон какая-то как раз буйки, сюда, наверное, лучше не заходить. А Маша вот собралась купаться тут. Вот мы прошли чуть дальше, и по эту сторону уже начинается там пляж Майнам. Дальше мы пройти уже не сможем, как видите, там вода прям вплотную к побережью. Но в наших планах, конечно же, показать и пляж Майнам, который находится вдоль вот того вот всего берега. Он очень большой, протяженность 6 километров. Следующий у нас на очереди он. Как видите, тут вот такой вот отель, где качельки, бар есть, все необходимое для того, чтобы расслабиться, отдохнуть, покупаться, позагорать. Что еще нужно делать на пляже? И там видно, конечно же, остров Панган, на который мы обязательно попадем совсем уже скоро. А вот тут, когда уже подходишь к приотельной территории, тут уже, конечно, белый мягкий песочек. Красота. Я уже скупался, конечно же, получил удовольствие, потому что водичка прям нереально теплая, ну, в принципе, как всегда в Таиланде. Вот сейчас где-то спустя полчаса после того, как я скупался, немного ветер поднялся и появились какие-то небольшие волны. До этого вообще было тишь да гладь, вот купался прям вот идеально, вот ничего больше не надо. Если у вас есть дети, то, конечно, этот пляж не самый лучший, потому что тут очень крутой заход. Ну, и он довольно-таки чистый, то есть я водорослей не заметил. Никаких пакетов, бутылок не плавало, то есть максимально комфортный. И я удивлен, что такой крутой пляж, и тут практически вообще никого нету. Тут присутствует массажный салон, который просто не пустует, только какие-то люди отошли, сразу подошли другие, и цены там, ну, более-менее адекватные, 300 бат стоит тай-массаж. Хочу также отметить зелень, которая тут рядом. Видно, что за ней следят, подстерегают и убирают листья, которые просто, пока мы сидели, штук 5 на меня упало. В целом этому месту я ставлю, наверное, 10 из 10, мне тут все понравилось. Скорее всего, еще раз сюда приеду. Единственный минус, конечно же, то, что тут нету таких барчиков, кафешек, где можно было бы посидеть. Там вот такое количество посетителей в данный момент. То есть был один человек, добавился еще один человек. Хотя пляж просто идеальный. На Чаевенге уже просто столпотворение, некуда яблоку упасть. А тут, смотрите, загорай, купайся, лежи. Можно лодку взять в прокат, на ней покататься. Отличное место для купания. Что еще нужно? Вот видите, происходит зачистка от насекомых. Таким образом избавляются от всяких ползучих гадов. Благодаря этому и людям, и растениям будет хорошо.
Ну что, первый раз в жизни подстригся в другой стране, потому что всегда пугал языковый барьер, всегда казалось, что неправильно поймут, подстригут на лысо или покрасят в синий цвет, но в целом ничего страшного нет. Показываешь фотографию и стригут по ней. Вроде как более-менее все нормально. Хотелось чуть покороче, но ладно. Сейчас стригут Машу. Потом узнаем у нее мнение, как ей понравилось или нет. Я на самом деле удивлена, что тайские мастера очень даже нормально стригут. И я думала, что сейчас пойду, буду искать русского мастера какого-то, потому что я перед вылетом не успела из-за операции сделать себе стрижку. Вот. И найти русского мастера на самом деле не так просто. И русские мастера в Таиланде стоят, наверное, раза в 2, а то и если не в 3, дороже, чем в наших городах. За стрижку с укладкой я заплатила 300 бат, это получается где-то чуть больше 600 рублей, наверное, рублей 700. Вот мы и приехали к Большому Будде на Самуи. Мы здесь были ровно 3 года назад. И вот тут вот, где вот сувенирчики продают по бокам, тут вот вообще было не пройти, вот вообще от слова никак. Потому что были толпы, большие толпы людей. Вот тут были здоровенные автобусы с китайцами и с другими туристами. И тут был просто нереальный ажиотаж. И тут то же самое. Сейчас, вот смотрите, есть не хочу. Видите, на входе стоят такие 2 статуи. И внутри тут тоже очень все скудно, много вон закрылось, как я вижу. Вот смотрите, есть везде при храмах вот такие donation box, где вы можете кинуть свои подношения, и это всегда будет сопутствовать вашей удаче, счастью и других благ. Ну и как всегда в Самуи при храмах вот такие вот правила: в майке не ходить, с голой спиной женщинам не ходить, и вот таких вот коротких шортах тоже не ходить. Вот видите, Маша оделась полностью в соответствии с посещением храма. Берите пример. Вот видите, обычно при храмах есть такие вот кирпичики, на которые можно написать какие-то свои пожелания. Вот видите, там кто-то написал good luck. И эти кирпичики потом будут использованы при строительстве храма. То есть, ну, вы платите 50 бат, и таким образом вы вносите свою лепту в строительство храма. Это очень здорово. Вот видите, проходит такой вот обряд, лама делает, и Маша вот следующая на очереди.
Лама, который нам сегодня делал обряды на удачу и счастье, он есть тут практически всегда, поэтому если вы будете на Самуи, обязательно посетите Биг Будду и обязательно вот сбоку, слева от него зайдите к ламе и сделайте этот обряд, чтобы у вас было счастье, удача и все самое хорошее. При подходе к Будде нужно обязательно снимать обувь, вот видите, и подниматься уже без ботинок. Мы поднялись наконец-таки, и видите, тут практически все свободно. Когда мы были 3 года назад, тут просто вот все было забито, чтобы просто вот тут вот сфотографироваться. Для Инстаграма мы ждали где-то минут 10. Сейчас вот хочешь фоткайся, хочешь снимай, что хочешь, то и делай. Вот видите, можно тут взять палку и пойти побить по всем колокольчикам. С таким отличным видом на море. Чем громче, тем лучше. Вообще надо, конечно, все колокольчики пройти вокруг Будды. Их тут 16 штук. Я вот начал их показывать на видео. И все это заметили, начали идти. Тоже по ним стучать. Дальше, если выйти от Будды и идти прямо, то можно увидеть вот такого вот мужчину с женской грудью. Вот можно видеть тут такую русалочку, какого-то дракона, похожего на конька-горбунка больше, мужчина или женщина, и вот таких вот веселых статуй. Маша решила подобраться поближе. Сейчас поедем в место, которое находится совсем рядом. Тут 1 километр ехать. 3 года назад мы там были, оно нам невероятно понравилось. Сейчас едем туда. Не успели мы рыб покормить, как тут голубиная мафия решила все отнять. Тут оказались очень проворные голуби. Надо все время закрывать корм, иначе они садятся и все съедают. Там происходит настоящая борьба. У меня сейчас настоящее единение с природой. И птицы, и рыбы, и курицы все налетели
Но мы всех вроде накормили. Вот такой вот храм красивечный. И, как видите, слева находится статуя, и справа многорукий бог Шива. Или Вишну, не знаю. Мы можем ошибаться, но вы нас проверяете. Как видите, мы находимся вот в таком вот лотосе. Вокруг нас озеро. Да. Мы заходим в храм. Как всегда, очень красиво украшен. Очень много всяких разных картин. Целая история Таиланда. Все такое красочное. Тут ламы. И вот такой вот золотой Будда. И тут вот еще такой выход со стороны. Все очень красиво. Как всегда бывает в Таиланде, внутри никого нет, никто не смотрит, чтобы ничего не украли. Потому что тут это все не принято. Частенько еще в храмах бывают вот такие скульптуры лам. Это какие-то известные ламы, к сожалению, не подписаны, но здесь кидают монетки и ставят различные подношения в виде воды, цветов и свечек. Ну и как видите, Будды по дням недели, тут даже подписано вот Monday, Tuesday, Wednesday. В тот день, когда вы родились, кидайте сюда какую-то монетку своему Будде, подношение, так сказать, и загадывайте какое-то желание. Я родилась в понедельник, у меня вот Будда вот такой рукой, вот такой, это Будда примирения. Смотрите, как здорово, здесь кидаешь монетку, вот здесь вот такой вот корм высыпается, там уже собачка стоит, ждет. Дальше мы берем мисочку, вот такую, пересыпаем и идем кормить. Ты хочешь тоже? Хочешь? Ну, будешь? Смотрите, это китайское уже божество идет, Хатэй. У него всегда огромное такое пузико, его надо либо тереть, либо если есть тут дырочка, то туда можно кинуть монетку, и это будет не на удачу, а это будет именно на богатство. Следующий у нас на очереди это вот такой большой Будда. Маша говорит, что он Хатэй. Очень такой заход фееричный, красивый. Самов очень много, да. Если хотите увидеть самов, то подходите к Хатэю и вот тут кидайте. Их тут очень много. Вот мы добрались и до третьей статуи. Многорукая Шива, скорее всего. Выглядит очень эпично. Привет! Когда подходишь сблизи, конечно, очень величественная такая фигура. Смотрите, рядом с Биг Буддой есть вот такая вот кафешка придорожная,
где прям невероятно красивый вид. Можно сесть даже около моря, взять какие-нибудь коктейльчики и купаться, отдыхать. Видите, лежачки такие специальные, то есть их промочить невозможно, поэтому очень удобно для тех, кто хочет скупнуться, попить коктейль, покушать. Специальное место для инстаграмных див. И вот такой вот красивый вид. Прям, как говорится, что еще нужно? Красота. Это место очень напоминает место на Бали, Бату Билонг. Название этого кафе Sunset Garden. Посмотрите, какое тут отличное место. Постоянно убирают, постоянно что-то прихорашивают. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился сегодняшний выпуск, он был интересен и полезен для вас, то, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!